Вы задаетесь вопросом, а зачем я показываю полицейские машины от компании BYD? Вы только посмотрите, фактически вся линейка моделей представлена в автопарке полиции. От малого до большого, новенькие Сон-Пласы, Танк и даже есть последние новинки в виде гибридного тюленя. Но также есть и электрические силы. А вы знали, что автомобили BYD могут вести запись постоянно, со всех 4 камер, как это делают все Tesla в режиме Sentry Mode и не только. И что забавно, в том же Китае делают ограничения для владельцев Tesla на въезд в различные места, потому что они ведут постоянно запись. Как это лицемерно, ведь то же самое может делать и китайский BYD, только компания эту функцию скрывает, и она недоступна всем. У меня есть догадки, что в полицейских машинах эта функция доступна, но о ней помалкивают. Но если все же не используют, то вероятно после этого выпуска начнут. Я дам и покажу приложения, которые дадут вам эту функцию записи. И да, машина будет снимать, даже если она будет выключена и стоит под охраной. И снимать она будет по обнаружению. Но благодаря несколько иным приложениям мы можем получить доступ к скрытым функциям. Поставь лайк и подпишись, и надеюсь ты оставишь слова благодарности за проделанную работу, ведь благодаря комментариям я пойму, стоит ли мне дальше продолжать делать подобный видеоконтент или нет. Ну что ж, давайте начнем процесс установки. Я покажу, как это сделать, и покажу интересные фишки. Итак, мы в машине. Открываем любой ваш любимый браузер. У меня это Chrome. Переходим по ссылке. Ссылка может поменяться, но актуальная всегда будет в описании или в закрепленном комментарии. Жмем «Продолжить в браузере». Скачиваем файлы, нажимаем на 3 точки, нажимаем Download. Жмем Continue и все равно скачай. И так делаем для всех файлов. После скачивания устанавливаем все 4 приложения в любом порядке. Предупреждаю сразу, одно приложение будет скрытым, оно необходимо для работы остальных. После установки переходим в настройки, вкладка D-Link, жмем версия вверху и жмем на текст Return to Default, но не на кнопку Recover, а то уже были случаи сброса на заводские настройки. Тапаем именно на текст много раз. Включаем Debug мод по USB и Wireless ADB Debug. У вас должно быть так, как у меня на экране. Изначально у вас будет так. Затем включаете Debug и Wireless Debug. Но у вас может быть не видно этой части. Тогда вам надо будет перезапустить планшет, нажатием на кнопку громкости и подержать, а потом снова зайти сюда в настройки и включить Wi-Fi Debug. У вас появятся 3 таких приложения. Необходимо сделать некоторую процедуру, чтобы они работали всегда. Нажимаем на машинку и входим в настройки. Вкладка D-Link, нажимаем App, потом Forbid Starting Automatically. Тут необходимо найти новое приложение и выключить. Первое, второе, третье. Далее на рабочем столе найти приложение Turbo Mode. Запускаем и нажимаем White List, белый список. И тут теперь надо включить эти приложения. Первое, второе, третье. Готово. Итак, теперь необходимо запустить это приложение с молнией. Оно называется Магический менеджер. И сразу о проблеме. Если вы не включите Wi-Fi Debug, то при запуске получите такой результат. Просто черный экран. Вожу по экрану, нажимаю кнопки и никакой реакции. Но так бывает даже если Wi-Fi Debug включен, но заглючило приложение. Закрыть надо так. Нажимаем квадратик, потом корзину. Включаю Wi-Fi ADB и теперь снова пытаемся запустить приложение. Выскакивает такое окошко. Ставим галочку и нажимаем Allow. И вот еще возможная проблема. Приложение выкидывает на рабочий стол. Просто перезапустите планшет и снова запустите приложение, и оно откроется нормально. Может выскакивать такое окно. Тут говорится, что вышло обновление. Жмем кнопку слева и окно закроется. Если вы хотите увидеть обновление по ссылке, дайте мне об этом знать, так как чаще всего, если что-то работает без проблем, то можно не обновлять. Сразу на главном экране нажимаем здесь. Появляется зеленая полоска с текстом, что магия произошла и все включилось. Далее жмем эту кнопку, а затем эту первую. Включаем эти 2 пункта. Первый пункт не дает автомобилю полностью заснуть. Это нам нужно для камер. Вы знали, что когда автомобиль BYD выключен, то он не полностью засыпает. И когда мы запускаем автомобиль, мы видим загрузку. Но это не полноценная загрузка, это просто заставка. Иначе ждали бы мы дольше. А если бы автомобиль выключался полностью, то мобильное приложение бы не работало, и открыть или закрыть его и сделать другие функции было бы невозможно. Я пробовал выключать первый пункт,
Но иногда после выключения автомобиль уже ничего не писал. С включенным первым пунктом проблем еще не было. Второй пункт ускоряет загрузку. Давайте покажу наглядно. Вот запуск обычный, грузится оба дисплея. А теперь я включаю второй пункт и запускаю автомобиль. И о чудо, заставку больше не показывает, и сразу после нажатия кнопки дисплей заработал. Прямо как на телефоне, когда нажимаем кнопку включения. И вот еще раз. Мне так больше нравится. С настройкой этого приложения закончили. Но тут есть интересная вкладка. Тут много информации, часть которой ранее можно было получить только через OBD-сканер. Давление в шинах, напряжение 12-вольтовой батареи. Но есть интересный момент. Текущее состояние Blade батареи. Тут видим 52%, а тут 33,9. Похоже, что киловатт. Поделив 33,9 на 52 и умножив на 100, получаем доступную емкость батареи, и она выходит 65,2. Так теперь можно проверять емкость и деградацию. Вот я и зарядил автомобиль до 100%. Видим значение 69,3 киловатта. А это уже больше похоже на правду. По паспорту батарея у меня 71,7 киловатта, но почему-то на 50% он уже показывает по-другому. Видимо, есть какие-то вычисления. Вы как думаете? Изменяются ли показания со временем? Напишите в комментариях, какие у вас цифры по аккумулятору и на каком автомобиле. Закрываем магический менеджер. Это приложение «Умный охранник». Переходим к нему и запускаем. Если вы видите такое сообщение вверху, тогда в магическом менеджере вы сделали все правильно. Но если вернуться в предыдущее приложение и выключить его и открыть умного охранника, то вверху вы увидите предупреждение, что надо включить магического менеджера. Вот я включаю и вижу, что все работает как надо теперь. Включаем тут, чтобы мог работать умный охранник. Появились новые блоки с возможностью включения режимов записи. Этот блок отвечает за ручной запуск записи с камер. Вот я включаю и начался отсчет времени. Видим секунды 4, 5, 6, 7 и так далее. В данный момент идет запись. Вот этот блок отвечает за автоматический старт записи, когда автомобиль включился. Но этот режим записи можно изменить, чтобы запись со всех камер включалась только по включении передачи в позицию D, а при остановке и включении P выключалась. Этот блок отвечает за включение непрерывной записи, если автомобиль выключен. Записывать будет даже если поставил под сигнализацию, то есть закрыли ключом. А вот этот блок отвечает за запись по движению, когда автомобиль выключен. Но если вы включите оба режима, то запись будет только по движению. Запомните этот момент. Но вы можете оставить включенным только режим записи по движению, и запись по движению будет работать. На этой странице все включили. Теперь переходим в глубокие настройки. Нажимаем сюда. Я добавил переводы, чтобы было понятнее. Запись по движению или включению, запись по ручному включению по кнопке, запись с выключенным автомобилем, запись с выключенным автомобилем по движению. Перейду к настройке режима записи после включения автомобиля. Первая настройка отвечает за длительность записи видео. У меня стоит минута, но можно выбрать 1, 3, 5, 10 минут. Меня устраивает 1 минута. Вторая настройка отвечает за разрешение видео. В данный момент стоит максимальное. Будет записывать Full HD или 2К, если позволяет ваш автомобиль. Третья настройка отвечает за количество кадров в секунду. У меня стоит 15 кадров в секунду, но можете поставить больше или меньше. В целом мне хватает этого количества кадров. Под каждым пунктом предупреждение, что эта настройка влияет на производительность всего планшета, и видео может записываться с потерями кадров. И чем больше вы поставите кадров, больше разрешение или битрейт видео, тем больше вероятность, что будет тормозить планшет. Ведь у вас там могут быть включены и другие приложения, карты, музыка и так далее. Поэтому ищите золотую середину. Эта настройка отвечает за запись с микрофона в автомобиле. Вот пример записи. 5, 6, 7, 8. То есть идет сейчас запись. Вот эта настройка отвечает за включение записи сразу после запуска автомобиля, или только когда вы переключите режим на D и остановка записи на передаче P. Если выключено, тогда будет записывать видео сразу после включения. Далее эти пункты отвечают за наложение на видео, даты и времени записи, показ иконки камер, чтобы было проще ориентироваться где какая. И тут выводит много информации, скорость движения, состояние аккумулятора и тому подобное.
Я бы рекомендовал сразу включать все переключатели в этом блоке, как у меня, оно не отвлекает и не ухудшает видео, и получаем больше информативности. Для каждого режима записи настраивается место хранения видеозаписи на microSD. Можно изменить путь, как вам больше нравится, но я оставлю как есть. Этот пункт отвечает за приоритет места записи видео. Если вы включите его, то писать он будет на microSD карту. Если выключите, то на внутреннюю память планшета. Чуть ниже можно указать место хранения записи уже на самом планшете. И также можно установить индивидуально для каждого режима записи. Возвращаюсь к выбору режимов. Нажимаю на запись, включенную вручную, но предупреждает, что идет запись и войти в настройки нельзя. Надо перейти на главную страницу и выключить запись. И теперь можно войти в настройки. Тут они такие же, как и на первом режиме, повторяться не буду. Возвращаюсь. Режим записи в выключенном состоянии. Перейдем в режим записи, когда автомобиль выключен. Единственное изменение, тут нельзя включить запись звука. Все остальное такое же, настраивайте под себя. И самое интересное, режим записи по движению. Этот пункт показывает, как часто он будет проверять изменения в кадре. У меня стоит 2 раза в секунду, можно поставить 8 раз в секунду, но это сильно влияет на нагрузку процессора, хотя автомобиль в этот момент выключен и думаю можно больше ставить. Этот пункт отвечает за уровень оптимизации обнаружения. Что это такое, не могу толком объяснить, но чем выше уровень, тем больше нагрузки на процессор, но и ниже точность обнаружения. И третий пункт, также отвечающий за чувствительность обнаружения, у меня стояло изначально 10, я поставил 100. Так как чем меньше значение, тем чаще вероятность срабатывания, и тогда будет записывать очень часто по всяким мелочам. Если нажать на этот пункт, вверху появляется отладочная информация для более точной настройки. Если нажать эту кнопку, тогда отладка выключится. А далее такие же настройки, как и в других режимах, повторяться не буду. Этот блок показывает оставшееся место на флешке и планшете. Тут показано, что общая память планшета 109 ГБ, использовано 99 ГБ, из них умным охранником использовано 17 ГБ. Осталось свободно 9 ГБ. Аналогичная информация, но уже по microSD карточке. Далее давайте перейдем в настройки, нажав сюда. Тут мы можем выставлять ограничения на использование памяти устройства. Этот пункт по умолчанию включен. В нем разрешаем приложению управлять внутренней памятью планшета. Это касается всех режимов записи. И нажав сюда, мы можем ограничить количество используемого места на устройстве. И когда приложение израсходует всю доступную ему память, тогда она будет удалять все старые записи, как это делают видеорегистраторы. В этом пункте разрешаем приложению управлять памятью на microSD карте. И тут также можно ограничить пространство. И последнее, в этом пункте можем включить разрешение для ограничения записи оригинальным видеорегистратором. Я себе все же оставил включенным за кадром, чтобы флешка не перенаполнялась. Приложение мы полностью настроили, покажу примеры записи. Перейдем в галерею. В первой вкладке запись по движению, во второй непрерывная запись, если выключена машина, в третьей запись по включению автомобиля и последняя это запись, которую включили вручную. Вот примеры видеозаписей, везде 15 кадров в секунду. Вот я протираю камеры, еду по дороге в пасмурную погоду. Так снимают ночью на освещенных улицах. И главный вопрос, как охранный режим с детектором движения работает ночью, днем-то понятно. Я прикинусь злоумышленником и пойду проверять. Не спеша подхожу к машине, включаю фонарик и свечу на себя. И что? Уже на монтаже я вижу, что машина не увидела, как я подходил, и пропустила большой промежуток времени после включения света. Надо будет внести корректировки в чувствительность обнаружения. Источник света есть, это уличный фонарь в 1,20 м. Я машину глазами вижу, но камеры не видят ничего. Поэтому ставьте машину в освещенных местах, чтобы охранный режим мог работать правильно и вовремя срабатывал. И вот как пример еще одна запись в ночное время, но света тут достаточно, и в такой ситуации охрана срабатывает на отлично. И самая интересная ситуация, это когда вы поставили машину на стоянку и ушли, а потом кто-то во время парковки случайно задел ваш автомобиль, или когда в другой машине открывается дверь и случайно задевает вас. Тут это не произошло, у меня такая ситуация была, но тогда не было этого приложения и я не знаю, кто это сделал. И желаю вам, чтобы вам не попадались такие неадекваты. Людей хватает, у кого день плохой, а кто-то мстит за что-то. Но теперь есть возможность их найти благодаря такой функции охраны.
И я думаю, не стоит объяснять, насколько интересен будет в целом функционал записи с видеокамеры и микрофона для таксистов. И остался всего один вопрос. Какой источник питания использует машина в таком режиме? Основной аккумулятор или 12-вольтовый? Я ставил запись на 10 часов, и за это время уровень заряда основного аккумулятора не упал ни на процент. Машина успешно запустилась. Но единственное, я не проверял 12-вольтовый аккумулятор мультиметром. В общем, пишите ваши мысли в комментариях. Но это не все. У нас еще есть одно приложение записи, и вы, наверное, уже устали смотреть. Давайте сделаем глазную и лицевую гимнастику. Ну иди сюда, мерзавец. Sua safada, vai. Ama sua safada, fica sua safada, vai, vai. Vem sentando pro... Немного посмеялись, а теперь можем продолжить. Это приложение может записывать экран вот так. Интересно, как это сделать? Тогда давайте запускать и настраивать D+. На главной странице можно по датам смотреть свои записи. Перейдем в эту вкладку. Тут вверху можно включить вести запись данных по поездкам. Показывает много разной информации. А теперь, нажав сюда, можно посмотреть ваши маршруты. Если кому-то будете говорить, какой у вас расход по городу, присылайте фото с этими данными. И будет понятно, как ездите вы, и можно узнать длину поездки, среднюю скорость, процент зарядки батареи и так далее. А вот тут у меня почему-то ни разу ничего не обновилось. Переходим на главную вкладку с настройками. Нажимаем на первую строку. Когда сюда зашли, тут надо включить этот пункт, если вы знаете, что у вас точно D-Link 4.0. Но вы можете поиграться, включив или выключив переключатель, если у вас наблюдаются проблемы. И далее надо обязательно нажать здесь, через одну строку. Вот тут приложение выдаст себе необходимые разрешения. Тут я ничего не изменяю. Если у вас не заработает запись, тогда через приложение Жука вам надо выдать доступ. Нажать сюда на текст, скопируется необходимая текстовая команда. Получаем уведомление, текст скопирован. А потом, запустив Жука, в консоль ввести скопированный текст и применить. Работает только на D-Link 3.0 и выше версии. Где найти приложение Жука и как работать с ним, я показывал в другом своем ролике. Подсказку вы увидите вверху. Вернемся в главное меню настроек. Надо нажать вот сюда, сверху третье или снизу третье посередине. Тут ничего не трогаем, как есть остается. Переходим вот сюда. Верхний пункт не трогаем, нас интересует только эта строка. Тут включаем. Этот пункт отвечает за включение записи экрана, когда включено отображение панорамы 360 градусного обзора. Далее тут указываем размер, который мы выделяем для приложения на запись на microSD карточку. По умолчанию 1 ГБ, а я поставлю 4. Когда он упрется в ограничение, будут удаляться старые файлы и заменяться новыми. В этом пункте регулируется максимальный размер видеофайлов. Сейчас стоит 100 МБ, я оставлю как было. А тут устанавливайте качество видеозаписи. Можете ничего трогать, а можете и поиграться. В последнем пункте можете выключить, нам эта настройка не нужна. Вот я включаю камеры 360. В левом верхнем углу появляется обозначение даты и времени записи. Если у вас такого блока нет, тогда запись не идет и у вас что-то не так. Пишет как в вертикальном, так и в горизонтальном виде. Давайте вернемся в D+. Ранее мы были в этом пункте, теперь перейдем во второй снизу. Это настройка автоматизации. Надо включить верхний пункт, чтобы автоматизация работала. Тут написано включение камеры 360 при включении поворота налево, а тут при включении поворота направо, также включить камеры. Мало ли вам надо будет включать камеры только при повороте налево или направо, поэтому тут разделено. Такая функция есть в BYD, но тут более гибко и по-другому показывает. Вот давайте проверим. Включаю поворот налево и сразу обращаю внимание, что мы видим 3D модель автомобиля, а не видео с камеры, как обычно это делает BYD в стандартном режиме. И на этой модельке, кстати, тоже видно включенный поворот.
Теперь включаю поворот направо и включился другой угол на камере. Когда поворотник выключен, камера выключается через несколько секунд. Вот так это работает. У меня это всегда включено, и я к этому привык. И вот можно посмотреть запись экрана. А вот так это выглядит в оригинале. Качество, конечно, так себе, но в целом все понятно. А теперь важный момент, ни в коем случае не перематывайте. Смотрите, включен круговой обзор, немного проеду вперед. И что машина записала? И поехали. Да, видео подтормаживает, но запись сразу с 3 источников. Если поиграться с настройками, можно добиться лучшего результата. При том, что картинка подтормаживает только тогда, когда включен круговой обзор. Вот я выключил его. Пишет только регистратор и 4 камеры. Видеозапись стала гораздо лучше, и как раз в таком режиме будет записываться почти всегда. Но это я делал на Soundclass, на том же Хане или Танге, а тем более на обновленном Танге Чемпионе с D-Link 5.0 и новым процессором, думаю, будет вообще идеально. И как вы поняли, эти приложения должны отлично работать на всех автомобилях BYD, а также на автомобилях Denza, будь то модель N7, D9 и другие. Но BYD также делает и грузовые автомобили, например T5. Камера на нем тоже есть и будет полезно записывать возникающие ситуации на дороге. И не забываем, что автомобили Yanwan это тоже BYD. Кстати, ожидается полицейская модель Yanwan U8. И это будет самый быстрый и дорогой полицейский автомобиль в Китае. А еще есть BYD Leopard 5, он же Fanqingbao 5. В общем, вы поняли, на них всех должны работать эти приложения. Проверяйте и пишите, заработало или нет. Как тебе такое, Илон Маск? Запись сразу с нескольких мест. Я думаю, такое точно заслуживает поставить лайк. И можете не подписываться, зачем вам такой контент, ведь впереди еще много интересного, и вы обязательно его пропустите. А еще в описании есть ссылка, по которой ты можешь поддержать мой канал. Это совсем не обязательно, но точно поможет сделать контент качественнее.